Hola, amigos! МРОТ наше все! Сегодня мы поговорим о минимальном размере оплаты труда. И вот это такая своеобразная цифра в национальной валюте, которой, по мнению государства, должно хватить на то, чтобы не загнуться в каждой конкретной стране. И более того, этого хватит, чтобы обеспечить свои базовые потребности. Так давайте сравним, на что хватит этих денег в России и в Испании. Ну а вы на канале Испания наизнанку. Подписывайтесь, нажимайте пальчиком на вот этот колокольчик, чтобы не пропускать новых видосов. Ну а мы начинаем. И рассматривать мы в этот раз будем не семью из 3 человек, как обычно, а одного, знаете, такого некого кадра, который живет холостой, и живет он совсем один в однокомнатной квартире, доставшейся ему, ну не знаю, от бабушки, к примеру. И интересов у него по жизни никаких нет, и девчонками он тоже не интересуется, и на тусовки не ходит. В общем, сидит он целыми днями за компом на диванчике и играет в какую-нибудь игрульку. Да в такую, чтобы, знаете, еще и донаты не требовало. В общем, что-нибудь совершенно бесплатное. Ну, Тетрис, к примеру. И хоть, знаете, звучит это немножко странно, но парень этот оказался уж больно ушлым. И не знаю, какими правдами и неправдами, но он смог таки добиться этого МРОТа от государства. И вот теперь сидит он припеваючи, в ус не дует и считает, что вся жизнь удалась. Осталось только понять, насколько она удалась и насколько МРОТ нас всех прокормит. И да, самый важный момент. МРОТ в России на 2021 год составляет 12 792 рубля в месяц. Ну и так, знаете, немножко статистики, чтобы поржать или заплакать. Я даже не знаю, кому что. 12 792 рубля – это примерно 142 евро. Так вот, этот самый МРОТ в России ниже, чем в большинстве стран Латинской Америки. Даже ниже, чем, знаете, в некоторых странах Африки. Ну, тех, что вот южнее Сахары. Ну, вы наверняка видели кадры из тех мест по телевизору, там, в передачах «Вокруг света» или там в документалках о народностях, которые еще, не знаю, спички не изобрели. К примеру, в Габоне МРОТ составляет 223 евро. В Габоне! Слушайте, я даже понятия не имею, где он находится, этот Габон, и кто там живет. И каким оружием там охотится. Или в ЮАР, там 200 евро. Или Экваториальная Гвинея, там 185. А в России 142. Ну это так, ладно. Кому скучно будет, можете вот в Википедии данные посмотреть, поржать. В Испании с 1 января 2020 года этот самый МРОТ составляет... А вот сколько он составляет, я не скажу. Точнее скажу, но в конце этого видоса, вот после нашего с вами эксперимента. Ну и так, чтобы было интереснее, ну и интригу какую-никакую создать. Ну приступим. И чтобы более-менее было от чего отталкиваться, давайте возьмем за базу продовольственную корзину. И вот состоит она из трат на ЖКХ, сервисы, одежду, транспорт, ну там прочие радости, развлекухи на 50%. И оставшиеся 50% на еду. Значит, на еду мы можем взять и с чистой совестью потратить 6400 рублей. И вот эта продуктовая корзина рассчитывается на год, и она общедоступна, есть в интернете, и никакой тайны в ней нет. Одним словом, я просто взял эти данные и разделил их на 12, ну, чтобы понять, а сколько, собственно, нужно в месяц. И чтобы всем было интереснее, я подсчитал, что мы должны купить, по каким нормам и по каким ценам в России. И теперь осталось только собрать все то же самое, но уже в Испании, исходя из веса и наименования. Ну и сравним, что у нас получится на выходе. Кстати, парень, о котором мы ведем рассказ, в еде вообще ни разу не избалован. Поэтому брал я цены в таких, знаете, недорогих московских супермаркетах. Ну там Магнит, Пятерочка. И я не буду сейчас подробно описывать все расчеты, они есть в описании под видео. Можете взять и ознакомиться. По каким ценам я покупал, виртуально покупал что-то в России и сколько. Но главное, что теперь у нас есть список того, что нам нужно купить, и их количество. Но это самое время отправиться в магазин и уже на месте разобрать все по пунктам. Поехали! Все, мы на месте. Осталось сделать за малым. Купить продукты по списку, который у нас есть. Сегодня мы поедем в Каррефур. В Лидле мы уже были. Нужно попробовать что-нибудь новое. В Каррефуре сегодня, я смотрю, не людно. Да, шикарно вообще. Потому что все на сиесте. Детишки учатся, взрослые работают. Одни бездельники по магазинам ходят. Первая по списку картошка, 8 килограмм. Вот как раз здесь картошечка где-то по 4 килограмма. 1,15. Где-то по 4. 4 килограмма.
килограмм 1,15, значит 4,60. 2 раза. Вот такая. Да, кстати, 4 килограмма она одна для жарки и 4 килограмма для варки. Она разделяется по сортам, это всегда было и везде. Но есть еще и универсальный вариант. Капусточка, вилочек. 1 килограмм, 1,5 евро. Берем шампиньончики. 3,80 за килограмм. Это, конечно, не Порто-Бейо, но тоже ничего. А вот, кстати, кому интересно, Порто-Бейо 5,80 за килограмм. Дичь. Вкуснейшая. Грибочков. Сортов помидоров, я думаю, что больше 20, но съедобные из них, ну, парочку максимум. Томаты Рама 1,75. Надо и смотреть по веточкам. Если веточки очень зеленые такие, значит, они совсем недавно, вот как эти, значит, совсем недавно были сорваны. Свежак берем. О, кстати, огурчики здесь, смотри, из Андалусии представлены. Анкусия какая-то и Альмерия. Мы любим, конечно, альмерийские вот такие вот. Но если мы сегодня берем самые дешевые, значит, возьмем вот такие. 1,13. Кабачки, кстати, смотри, вот эти вот 1,15 мы возьмем за 79 центов. Пакет из килограмма. Отлично. То, что надо. Морковка шикарная, чищенная, без всякой шелухи, 65 центов килограмм. Красный перец, если мы возьмем на развес, он будет стоить 2,35. Но если он взвешен уже по килограмму, это будет стоить 1,79. А вот и лучок. 1 килограмм. Евро 30. Яблоки зелененькие, 1,45. Груши килограмм 40 евро 44 цента. Оба! Это не килограмм, слушай, это 1,5 килограмма, это круто. Потому что килограмм остальных стоит по 1,5 евро. Берем. Ну, значит, будем считать за 1 евро. Бананы. 1 килограмм 89 центов. Берем. Хлеба много, да? Весь он разный такой, весь прикольный. Ну, самый минимальный у них есть по евро, вот за багет. А, во, багет. 35 центов. Я нашла за 33. Нам нужно таких 13. В общем, будем считать за 35. 13 штук по 35 центов. Но мы столько брать тоже не будем, нам не упало столько хлеба. Так, нам нужно 2 килограмма риса. Вот, по 0,79. Берем. Ну и сколько там нам нужно было? 2 килограмма макарошек по 59. Так, сахар 1,13. А вот и фарш. 4,69 за килограмм. А, не, вру. 5,21. Килограмм свинины. Где она? Минимальный, вот самая вырезка. 3,85. Хватаем курицу. Нам нужно 2 килограмма. Здесь 2,25. Цена 6,17. Килограмм говядины 1,49. Есть здесь, конечно, вообще огромное разнообразие любых, 30. средних, с двойным, с тройным желтком, белых, серых, желтых, перепелиных, очищенных, замаринованных. Так, ладно. Нам берем-то? нужно 20 яиц. Вот, но они здесь вот по 12. Ну, возьмем 2 пачки, будет 24. Цена 1,45. Самую дешевую рыбу мы нашли за 6,95. Ее мы и возьмем. 1,5 килограмма. Молоко 4 литра. Но здесь продается оно вот 1 литр 56 центов. Возьмем пачку. Так, йогурт 2 килограмма. Натуральный йогурт. Это 500 грамм. Один такой, ну и один такой. И получается, значит, по 69 центов за 500 грамм. Так, этот творог стоит 1 евро за 500 грамм. Полкило, да? Нам нужно 3 килограмма, значит, умножаем это на 6. Но мы 6 не будем набирать, мы же только не сожрем. Нет. Смотри, Вот Карифор, значит, масло 250 грамм, 2 евро. Вот, но. Нет, это не оно, точно не оно. Оно Нет? должно быть прям масло-масло. Смотри, такое в этих пачках. Вот оно, вот оно. А, 250 грамм, вот, стоит. 250 грамм, евро 29. Нам нужно 800 грамм, ну хорошо, пускай будет даже 4 пачки по евро 29. Ну и последнее в нашем списке апельсины. Испания, куда же без них. Пачка 6 килограмм, но продаются они по 0,89. Ну вот мы и закупились.
Теперь двигаем домой и разберем, что у нас получилось. И вот, купив все необходимые и идентичные продукты, у нас получилась сумма 98 евро. Что в переводе в рубли вышло, получается, около 9 тысяч. Фактически можно с чистой совестью сказать, что продукты в Испании стоят примерно в 1,5 раза дороже, чем в России. Стоит, правда, отметить, что закупались мы не в бюджетном месте, такой достаточно среднего класса магазинчик. И теперь самое важное и интересное. Минимальный размер оплаты труда в Испании на 2021 год составляет 950 евро. Ну и теперь, если мы пойдем по той же самой схеме, просто берем и делим эту сумму пополам, то есть 50% от МРОТа, который можно потратить на еду, и получаем 475 евро. Это именно та сумма, на которую по российским реалиям люди должны были бы купить еды на месяц. Точнее, не люди, а один человек. Выходит, что в Испании испанцы, покупая те же продукты, что и в России, в том же количестве, на еду могли бы потратить в 4,5 раза больше. А ведь, по идее, все физиологически похожи, и потребности у всех одинаковые. И, знаете, я могу с уверенностью сказать, что пашут в России и Украине минимум раза в 2 больше, чем в Испании, а не в 4 раза меньше. И вот тут, знаете, я уверен, найдутся люди, которые скажут: вот, видите, как им, европейцам, хреново, как же не пощадила их ни природа, ни эволюция. Это ж сколько им жрать-то надо, чтобы обеспечить минимальные свои потребности. В 4,5 раза больше. В общем, бедные они несчастные, как же им не поперло. Но адекватные просто в очередной раз задумаются, как же такое может быть. Ну а вы были на канале Испания наизнанку. Если вам понравился видос, то ставьте лайк, подписывайтесь, если еще этого не сделали. Ну и до новых встреч. Пока!